Привет, друзья! Сегодня вместе с вами мы приготовим самую вкусную и настоящую итальянскую пасту. Конечно же, речь идет о карбонаре. Первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, подготовить воду для наших спагетти. Отправляем воду в кастрюлю и солим нашу воду. Я беру морскую соль, где-то одну щепоточку, можно чуть-чуть больше. И отправляем на плиту, чтобы закипела вода. Так как мы будем делать настоящую итальянскую карбонару, мы будем использовать гуанчали. Это свиные щечки, которые обмазываются приправами и выдерживаются около 3 недель. Мы не используем бекон или панчетта, потому что в гуанчали совершенно другой вкус и аромат, который будет передаваться нашей пасте. Нарезаем его на вот такими кусочками, а потом будем делать кубики. Отправляем гуанчали на сухую сковородку, не добавляя растительное масло или оливковое, потому что гуанчали достаточно жирный. И обжариваем его до румяности. Пока у нас закипает вода и обжаривается гуанчали, мы займемся нашим соусом. Нам понадобится 3 яйца, и от них мы возьмем только желтками. В Италии бывает делается соус, когда используют цельное яйцо, но мы сегодня сделаем именно и только со желтками. И так как это итальянская паста, ну куда же без кусочка пармезана? Нам его нужно натереть на мелкую терку и добавить к желтками. Добавляем пармезан к нашими желтками и свежий молотый черный перец. Ну или смесь, как у меня. И слегка солим. Немного. Где-то вот столько хватит. И все мы это перемешиваем до однородности. Вот какая консистенция у нас получилась. И сейчас мы ждем, чтобы гуанчали поджарилось и спагетти сварились. Итак, как нам нужно варить спагетти? Если у нас на упаковке написано, что их нужно 9 минут варить, значит мы их варим на 20% меньше. Потому что когда мы добавим спагетти, потом гуанчали и к соусам, они будут доготавливаться до состояния эль денте. Выкладываем спагетти в сковородку и обжариваем 20-30 секунд. Так они напитаются вкусом гуанчали, а паста станет еще более ароматной. Добавляем немного воды, в которой варились спагетти. Она богата крахмалом и поможет достичь идеальной консистенции нашего соуса. Снимаем сковородку с огня и через 20-30 секунд добавляем яично-сырный соус и тщательно перемешиваем, пока он полностью не растворится. Наша паста готова. Наша карбонара готова, и посмотрите, насколько она сексапильная. Как по мне, лучше, чем в ресторане даже. Сейчас, как по традиции, я ее попробую. Запах гуанчали такой, что вы никогда не ошибитесь, если вы попробуете карбонару именно с ним. Пробуем. Это очень вкусно. Невероятно. Мама мия. Если вам понравился сегодняшний рецепт и вы любите карбонару так, как и я, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!